Эта печальная история произошла в городе Рыбинск Ярославской области. Она тронула меня до глубины души, и я решил рассказать ее вам, чтобы вы тоже задумались и ценили каждый миг, проведенный с родителями. На днях я возвращался с работы и увидел соседа по подъезду, который сидел на лавочке и плакал. Мужчина средних лет, не скрывая слез, сидел и смотрел в одну точку, было понятно, что у него случилось какое-то горе. Я подошел и спросил, могу ли я ему чем-нибудь помочь, на что он мне ответил, мне уже никто не сможет помочь, я буду жить с этим до конца своих дней, нет мне прощения. Мужчина рассказал мне про свое горе, которое угнетало его изнутри и не давало покоя. В больнице, откуда он только что приехал, лежит его мама, здоровье которой в последнее время сильно ухудшилось, но он не в силах ей помочь. Дело не в деньгах, он состоятельный человек и неплохо зарабатывает, просто его мама уже старенькая и все болячки дают о себе знать. Когда-то, лет 5 назад, он отправил свою маму в дом престарелых, так как из-за работы не мог за ней ухаживать. Не то, что его мать была беспомощна, просто она в силу своих лет плохо ходила, и ему приходилось постоянно приносить ей домой продукты. В какой-то момент он решил, что ему будет удобнее отправить ее в дом престарелых, чтобы за ней был должный уход. По крайней мере, ему было удобнее так думать, чтобы его совесть была чиста. Мужчина работает руководителем на крупном предприятии и в силу своих должностных обязанностей вынужден много времени проводить на работе. Он редко навещал мать в доме престарелых, работа, женщины, друзья, как-то было не до этого. Сегодня утром ему позвонили по телефону, женский голос сказал, что его мама лежит в больнице и ей очень плохо, и она просит, чтобы он приехал. Мужчина сразу поехал к ней. Последний год он ни разу ее не навещал, ему стало так стыдно, на глаза накатились слезы. Когда он вошел в больничную палату, то увидел свою маму, которая лежала на кровати и тяжело дышала. «Здравствуй, мамочка», — тихонько произнес он. «Здравствуй, сыночек», — прошептала женщина. Вид ее был очень болезненный, дыхание сопровождалось хрипами, а цвет лица был каким-то безжизненным. Обратившись к сыну, она попросила выслушать ее, не перебивая, так как ей очень трудно говорить. Те слова, которые она сказала своему сыну, навсегда останутся в его памяти, эти слова он не забудет до конца своей жизни. «Сынок, ты не сердись, что я не сообщила тебе о своей болезни, просто у тебя много работы, и я не хотела тебя тревожить. Врачи, конечно, молчат, но я то понимаю, что мне осталось недолго, вот я и попросила тебя позвать, попрощаться. Я просто хотела тебя увидеть и убедиться, что с тобой все хорошо, ведь я так давно тебя не видела. Мне не страшно, я уже привыкла к одиночеству, я только боюсь за тебя, чтобы ты никогда не испытал подобного, чтобы твои дети всегда заботились о тебе. Жаль, только я уже этого не увижу внуков, их радостный смех, как они растут. Ты уж, пожалуйста, не затягивай, женись, заведи семью, ведь семья – это самое главное в жизни, и я хочу». Тут женщине стало плохо, и он побежал звать врача. Женщина так и не пришла в себя, врачи ничего не обещают, только говорят: верьте в лучшее и приходите почаще, ведь она сильно скучает по вам, она сильно скучает по вам. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.